Если тебе что-то не понравится, ты имеешь абсолютно законное лицо. право наказать меня абсолютно жестко. Тяни, тяни, подсекай, подсекай. Даша, у тебя, кстати, есть криптовалюта? Я не помню, в прошлый раз тебе... Вы мне подарили, я ее забыла. Дети, а давайте поможем Даше найти ее биткоины. Дураков здесь пособирал, а? Ты купил биткоин, эфир? Я вам рекомендую подписаться, потому что если вы не подпишетесь на наш канал, я выезжаю к вам и заставлю вас это сделать. Всем привет! Это 35-й выпуск Гагарин Шоу, но не думайте, что это продолжение той передачи, которая вам успела полюбиться, все наши 8 подписчиков. Нет, сегодня мы начинаем новую страницу, так сказать, переворачиваем и начинаем с чистого листа. И я вам сейчас объясню, почему. Вы, скорее всего, заметили, что... Чистый лист. По центру находится прекрасная Дарья. И вы спросите, а почему она у вас второй раз? Наверное, ей очень сильно понравилось. И я думаю, что да, ей, скорее всего, понравилось. Конкретно то, что здесь есть я. И, соответственно, конечно же, мы не могли воспрепятствовать, чтобы не предложить ей... Глебу с нами быть. И Глеб становится нашим третьим постоянным ведущим! Ну что же, а сейчас мы проведем обряд посвящения ведущей, конечно же. Старогагаринский обряд посвящения. Поехали, заставку! Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-ла. А что за обряд? А что за обряды? Вы что, Обряд же надо староверы? было. Ты думал, что что-то придумать надо было? Да. Смотри, я тебе сейчас маленькую предысторию тебе расскажу, чтобы ты понимала, что это не то, чтобы какое-то, знаешь, там предвзятая какая-то история, а вот абсолютно реально. Когда мы начинали эту передачу, для того, чтобы с Глебом понять, что мы можем быть как бы в симбиозе ведущими, мы первое время, для того, чтобы пройти вот этот непосредственно обряд, это нам специально обычные люди рассказали, нужно как бы очень-очень сильно, плотно друг об друга потереться с разных сторон. Это не я Начнем придумал. с Глеба. Почему? Потому что я уже об него терлась. Знаю, к чему готовиться. Ладно, шутки шутками. Потом потремся нормально уже, без Глеба. У нас здесь заготовлено несколько вопросиков. Эти вопросики касаются, значит, нашей передачи и, наверное, еще чего-то связанного с нами. Вот. И, соответственно... Хотела сказать вслух, но не буду. Вот. Мне в рамках вот процедуры посвящения нужно будет тебе эти вопросы все-таки задать. Валяй. Если тебе что-то не понравится, ты имеешь абсолютно законное право наказать меня абсолютно жестко. Итак, что такое all-time high? Вариант 1. Самая высокая цена объекта за всю историю. Вариант 2. Самый большой заработок за всю историю биржи. Вариант 3. Строчка из гимна компании WhiteBit. Утренняя палатка. 4. Вход в рынок самого большого игрока за всю историю. Еще раз повтори, как называется? All-time high. Стояк утренний. Палатки. Мне понравился первый вариант. Самая высокая цена объекта за всю историю. Ну что ты меня вообще уже за лоха считаешь? Братан, ты что, гонишь? Конечно, нет. Так, вопрос номер 2. Что ты не подсказываешь? Ты что, против А он меня? сам не знает, подожди. У меня тоже ответ есть. Как зовут создателя криптовалюты Эфириум? Вариант 1. Сатоши Накамото. Вариант 2. Виталий Бутерин. Вариант 3. Виталик Бутерин. Стоп. Вариант 4. Какая разница? Юрий Ник... Послушай. Четыре. Юрий Никитин. Давно не виделись с Юрой. Юрий Лоза уже, надо сказать. Слушай, а какая разница Виталий и Виталик? Слушай, ты знаешь, есть Алексей, а есть Леша, а есть Ты Алешенька. про Дурнева? Он для меня Лёлик. Почему первый пришел тебе на язык? Навсегда. Но ты понимаешь разницу между Виталием и Виталиком? Я думаю, что Виталий. Виталик вы пошутили Я ж тебе сами. подсказал даже. Да? Да, я тебе показал. Да я тебе не верила. Ну, Ты теперь что, я подсказываешь? задумалась. Ты нарушаешь нашу... Хорошо, объясни, почему не Виталий. Я тебе потом его фотку покажу, ты поймешь. Где была зарегистрирована биржа WhiteBit?
наша биржа, подчеркивают. Вариант А – Эстония. Вариант Б – Доминикана. Вариант Хотелось С бы, чтобы Доминикана. – Харьковская область, Чугуевский район, село Лебяжье. Вариант Д – работаем нелегально. Я напоминаю, что у вас осталось 3 подсказки. Вы можете выбрать любую. 3 подсказки. 2 здесь, 1 там. 50 по 50. Я эту информацию знаю в Эстонии. Я же готовилась. Бау! И это правильный ответ. Глеб, ну ладно, давай еще, потому что тебя потом больше не будет в передаче. Чтобы было еще... Глеб, ты едешь со мной домой? Ну, Конечно. он-то этого не знает еще. Давайте это с Никусей обсудим. Вон она стоит, кто с кем едет. Хотя, в принципе, на пару дней в аренду чисто. Binance – это китайская биржа, конкурент WhiteBit. Китайская биржа – не конкурент WhiteBit. Китайский аналог MMM. Легендарный китайский стрип-клуб, в котором Владимир впервые... Это нет, ну возьмем Что ты пи***ишь? За идею возьмем. Ну что ты пи***ишь? Ладно, или последний вариант. Легендарный китайский стрип-клуб, в котором Глеб впервые поцеловался, приехав на турнир по шашкам в 1999 году. Что, первый раз в жизни в 12 лет поцеловался? Во-первых, 14. У тебя что, уже есть 12? Во-вторых, 14. А во-вторых, Китай, стрип-клуб, Феликс. Ты что-то тут просто понаписывал не в попад. Не, подожди, это правда, Глеб? Феликса в мой кабинет. В 99-м году еще ни на каких соревнованиях. Нет, все, начало про тебя. Легендарный китайский стрип-клуб. Все, я тебя там вижу прям. То есть я где-то там, и тут все китайцы, да? Да. Шашки тоже про тебя. 99-й ход тоже про тебя. Все как бы про тебя, кроме впервые поцеловался. Так, Дашенька, извини, мы отвлеклись. Давай. Даже здесь он у меня мяч забыла. Глеб, напомни, пожалуйста. Binance – это китайская биржа, конкурент WhiteBit. Да, вот этот. Вариант 2. Китайская биржа не конкурент WhiteBit. Я просто включила логику, и первое предложение ты так легко читаешь, как будто это само собой разумеющийся факт. Остальные тебе как бы... То есть Дашенька просто дается. подключила дедукцию. Видимо... Дедукция моя девичья фамилия. Нас просто щимят 35 выпусков за мой смех. Теперь, ребята, вам пиздец будет. Приехало. Binance – это китайская биржа. Ну, подсказывает, что не конкурент WhiteBit, но ты считаешь, что конкурент все еще. То есть мы еще не настолько хороши. Я считаю, что конкурент. Не спорь со мной. И, собственно, последний вопрос. Давай я прочитаю вам этот вопрос. На. Давай, последний, Дашенька, прочти ты. Ужас. Потому что это вопрос не тебе. Боже мой, какой приятный вопрос. Давай. Любимый гость за всю историю программы. 1. Гарик Бирча. Он что, у вас был? Да. Ну как, был, не был. Группа «Каска». 3. Владимир Карафетов. 4. Даша, оставь его. Вариант Д. 4. Д. Странно, если бы вы ответили Карафетов или что-то. Или Бирча. Не, ну Бирча было бы хоть логично. Что по Бирче? Это не его Если шутки. она ответит, что Даша Астафьева, пошутите, что ответ неправильный. Правильный ответ Гарик Бирча. Феликс, какой ты заботливый. Моя ты Котик мой. Моя ты киська, конечно. У нас в ближайшее время, кстати, очень интересные гости. Расскажи. Вот, например, в прошлом выпуске у нас был The Interviewer. Анатольевич. Да. Бомбочка. Он очень смешно у меня взял интервью. Я очень смешно Тоже ему говорю. дала интервью, скажем так. Подожди, давай так, взял или дала? Ну, давай, дала. Дала. Взял-то он Всё. как обычно. Это вынесем. Взял Но там, дала- как обычно. Дала очень смешно, потому что рассказала историю
про своих встречу одноклассников. Ну, расскажи нам. Ну, я не знаю, как у вас, в моей жизни это исторический момент, когда создается в Вайбере чат. Я считаю, что людям пользоваться Вайбером, если тебе меньше 50 лет, вообще опасно для жизни. Противопоказано. Я от одного звука приходящих сообщений просто инфаркт получаю каждый раз. Особенно, если это в 5 утра там бабушка написала или еще, знаешь, что-то такое. Да, у меня из Вайбера доносятся а только... еще Из Вайбера доносятся самые теплые Да, чувства. мне кажется, с Вайбера пишут тебе с того света, знаешь, что-то там «Витаю з Андрія», там, или там «С похрещей», или еще с чем-то, знаешь, ну, с обычным яблочный праздником спас. тебе никто, Это да. обязательно приходят именно в виде открыток каких-то. Спас Вот мне в просто основном. класс, да, и все дела. Ты Вайбер открываешь? Да, я Смотри, сверился с тут мне показаниями. приходит сообщение, вас добавили в группу. Сообщество. Цитрус Одноклассники. присылает сообщение в Вайбере. Во-первых, я офигела от... Да-да. Что ж ты, блин, не Прости, слушаешь? я слушаю. меня? Мне твои глазки нужны. Приходит сообщение, что 11 В 20 лет спустя. Я офигела, что прошло 20 лет, 12. Короче, не помню. Даш, ну Короче, давай до как бы хрена. подожди. Ну Солнце, ладно. 2 секунды, 20 или 12? Давай пусть будет 12. Давай пусть будет 12. Да Никого не, не наверное, будем 20. шокировать. Это у меня 20 Блин, лишних мне году. сейчас плохо, да. Так ты младше меня. Короче, я офигела от этого. И потом... Пальму старшинства у тебя А знаешь, как бы взяли и еще забрали. я такая начинаю, я не умею там как в Вайбере делать все, я захожу, смотрю там участников и понимаю, что это люди, Из все прошлого. мои одноклассники, но они чуть-чуть другие, как бы Они с что-то на 50, фильтрами да? и без. И это все достаточно другие вообще люди, не так, как я представляла себе. Ну и начинается кто-то из мальчиков сохранился? обсуждение. Да, сохранились. Мальчики как раз лучше всех сохранились. Да? И были никакие, там так и начитают... Девочки, одноклассницы Дашеньки, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу своего сохранения. Ну как-то давай. И начинается обсуждение, что, знаешь, там, давайте встречаться, а где отмечать, а что привезете. Ну, и знаешь, на уровне нашего маленького городка все начинают выебаться. Кто что принесет, там, я Поесть. привезу вино, там, а я привезу вискарь. Ну, я взяла, пошутила, буду я шлюхи и кокс. Смотрю, вас удалили из чата. Ну, как бы, юмор. Это не наш конек. А пацаны создали Но, другой чат, добавили Дашу, скинули геолокацию. Да, Ну, да, это, смотри. знаешь, Там из девочки из санатория. 11 вообще не захотели ехать. Погорячились что-то. То не погорячились. Ты ж нашу эту классуху помнишь? А она вообще никакая. Слушай, и, ну, как бы, это было в анонсе у Анатолича, и там какие-то бешеные просмотры, поэтому... Из-за вот А этой еще мы истории. ловили рыбу. Анатолич никакой рыбак, кстати. Рыбаки В прямом поймут. смысле рыбу? Я бы вообще, в принципе, как бы... Конечно. Ну или там, может быть, и какая-то игра была. Я... Тяни. Подсекай. Это была игра сексуальная. Это серьезно? Такая рубрика была у Анатолича? Да, мы поехали на рыбалку. Не, ну не сексуальная, на рыбалку. Конечно, не Куда сексуально. пришло, Представляю, посмотри. Ты, Два озабоченных Анатолич, подростка. речка, рыбалка И рыба. и рыба. Рыба, У Анатолича вот его чуб вот так вот чуть-чуть ветром, чуть-чуть вот так вот. Скажи, Анатолича все время хочется постричь. Толя, пострижися! Пожалуйста. Я уже с первого выпуска себе нажила куча врагов. Сейчас опять меня будут сторожить одноклассники под домом и Анатолич. Даша, у тебя, кстати, есть криптовалюта? Я не помню, в прошлый раз тебе... Вы мне подарили, я ее забыла. Это В гримерке? Вы подарили, но я забыла. Как ты забыла криптовалюту? Ну так, мне вынесли Мы какую-то... на словах тебе ее подарили? Или Глеб тебе... Влад сказал, да все нормально, Глеб это ж тебе наши пацаны. сид-фразы надиктовывал, и ты забыла в Не, какой-то... а это точно криптовалюта? Да. Подожди, Глеб вчера называл какие-то 24 слова. Да.
и сказал, что если я их запомню, то там потом будет биткоин. А ты их забыла, получается. То есть мы, получается, тебя еще не... Самое смешное, что портрет с Владиком Иваненко с вот этим стоит у моего брата дома на полочке. Я когда зашла, это было очень смешно. Я вышлю фотку, у меня есть. Так, давай продолжим про криптовалюту. Что там? Смотри, нам нужно будет обязательно, значит, соблюсти некоторые правила, приличия, так как ты теперь не просто Даша Астафьева, ты теперь криптовалютчица. Криптоваля. Биткоин-дива. Криптоваля, кстати, очень хорошо. Или Криптодаша. Криптоваленсиага. Дети, а давайте поможем Даше найти ее биткоины. Не, ну на самом деле надо как бы... Я думаю, что если ты сделаешь вот так вот, биткоинов сразу не появится. Да, кстати, я клянусь. Клянусь. Всеми биткоинами, которые у меня есть. Своей красотой. Если ты хоть раз так сделаешь, то, конечно же, я нет, да и, конечно, останусь без каких-то биткоинов. Я надеюсь, Ира не будет смотреть эту передачу. Что за Ира? Что за... Наша задача в следующих выпусках, так как ты теперь наша постоянная рубрика. Постоянная ее Даша. так. Ты наша постоянная Даша, ты стабильная Даша. Наша задача сделать так, чтобы ты стала криптообразованной, помимо всего прочего. Это, кстати, очень мне не хватает. Потому что, смотри, в основном в этой индустрии, там, покупатели, какие-то всякие инвесторы и всякие прочие люди, которые вращаются в этой индустрии, они как бы в основной своей массе чистой воды лохи. И когда я им как бы что-то объясняю, кто-то понимает, кто-то нет, потому что на меня мало внимания. Я не очень привлекаю их внимание. Но представь себе, если у нас будет агент Дарья, криптоваля, которая просто, представь себе, в корсете, сидит с тобой на встрече. Представь, мы приезжаем в Киев. Просто в корсете. Чувак, едем на Просто конференцию. в корсете. Не, приезжаем на конференцию на Мальту. Я Ты представляешь? просто... Конференция на Мальте. Представь, переговор, А, встреча. всё. Представь себе, Мальта, опять же, Мальта или Дубай. Даша. Или Наташа. Ну, неважно. Главное, что ты. Корсет, какая-то коротенькая юбочка, каблучки. И прикинь, Я бы оставила просто корсет. и просто стелит про крипту вот так вот, именно пау. Ну, это просто, я клянусь такое, тем, я Глеб? богом клянусь, это просто фурор будет. Нету ни одной женщины, которая вообще в состоянии тебя конкурировать с тобой на криптовалютном поприще. Дорогие подписчики, придумайте, пожалуйста, подпольный никнейм для нашего подпольного агента, криптовалютного специалиста Дарьи. Будет разыграно 10 тысяч доги. Первое место получит 5 тысяч. Второе место получит 4 тысячи. Нет, 3. Глеб там вот так 3. делать? 3. Вот так я показываю 3. Ну, 3. баскетбольная можно 3. будет- И третье место получит 2000. Все верно. Все совпало. Все, работаем, ребят. Друзья, на правах экстра-ведущей шоу «Гагарин» я вам рекомендую подписаться, потому что если вы не подпишетесь на наш канал, я выезжаю к вам и заставлю вас это сделать. Слушай, да никто не подпишется после этого. Да, Что это никто за не херня, подпишется, Даша? ну, блядь. Все отпишутся Никто не сейчас. подпишется. Я сам сейчас отпишусь. 6000 адресов посетителей. Ладно, всех приеду и поцелую лично, кто подпишется. Коля приехал сам. Быстро все отписались. Мы отследим вас по IP. Да, мои люди вас ищут. Ставим лайки, колокольчики, и я выезжаю. Домой. В движение пришли 2189 биткоинов, которые находились в спокойствии с 2013 года. Подожди, объясни сразу, как это В спокойствии находились. Но ты когда ты, вот сидел человек, смотри, ничего не смотрит, и тут заходишь ты. И тут началось движение биткоина. Просыпаются биткоины.
Да, так и происходит. То есть Назовем их так. есть так называемые холодные хранилища. Ну, естественно, ну а какие еще? Ну, было, ну, Это те хранилища, где еще не была я? да. Все верно, потому что после тебя все холодные хранилища Становятся горячими. переходят на горячие. Они реально иногда гейзерами становятся раньше времени. Значит, вот эти биткоины, значит, лежали в холодном хранилище. Знаешь, самое обидное в этой всей истории? Что привела их в движение не ты, Давай прочитай дальше. а кто-то другой Может, привел 2189 биткоинов в движение. Офигеть. То есть мимо нас, Дашенька, ты понимаешь уже, да? как Мимо бы? кассы. Странно, кассы, что это получается. не я. Мимо кассы, получается, они прошли. 2169 битков, значит, переместились из холодного хранилища, где какой-то запасливый жучок их долго-долго хранил, с 2013 года, как нам пишут авторы. Вот, и они отправились, видать, в продажу. А это по текущему курсу приблизительно сколько? 110 миллионов долларов плюс-минус. Офигеть. Американских. Так вот, по информации телеграм-канала Goldfunding Sheet, Исаак, тебе огромный привет, 25 февраля был совершен перевод 2189 биткоинов, которые с 2013 года находились без движения. Тогда, 8 лет назад, их ценность в фиатном выражении составляла 175 120 долларов. По актуальному курсу это около 107,2 миллиона долларов. То есть владелец этих монет уже увеличил свое благосостояние в 583 раза. Класс. Красавчик. Приятно. Приятнейшим образом он это сделал. Прикинь, он реально, наверное, забыл. На самом-то деле вот бытует мнение о том, что вот эти вот огромные кошельки, на которых лежит много биткоинов еще с тех погребов, их, как правило, называют китами, китовьи кошельки. Вот. И, как правило, приписывают этим чувакам, у которых лежит вот так много битков, какие-то всякие истории, связанные с тем, что они манипулируют рынком, о том, что эти киты все знают про рынок, о том, что все зависит именно от них. Вот киты захотят, и всему пиздец. Киты не захотят, и все будет хорошо. Но на самом-то деле я вам хочу сказать, что вот буквально недавно там в одном из чатов с ребятами обсуждали, и набросали просто статистику того, что происходило со многими вот этими китовыми кошельками, с этими владельцами больших объемов. И как выяснилось, основная масса из них распродавали свои остатки, ну точнее свои биткоины в самых нижних точках рынка. Ну то есть чувак, прикинь, продает по 1000 долларов, херакс, биткоин летит на 5. Сидит. На 5000. Он сидит, не продает. Биткоин падает на 3, он продает. Биткоин летит на 20, он сидит, не шелохнулся. Биткоин с 20 падает на 3, он продает. Биткоин летит на 14, он думает, ха-ха-ха, меня не наебешь. С 14 падает опять на 4, и именно там продает этот парень. Ты понял? И получается, вот он на всех низинах попродавал, и у него практически уже биткоинов не осталось. Нет, безусловно, конечно же, так как он там их копил Да, с 12-13 года, в любом случае, как бы он, как бы, да, там, заработал хороший... Взлететь на 583 вообще. Да, ну, не на 500, а в 583 раза. То есть каждый доллар превратился в 583. Прикольно же. Биткоин бьет рекорды. Сайт cocom.ua. Кокоин? Стоимость криптовалюты биткоин достигла отметки в 56 872 доллара по состоянию на 12 марта. Ну, даже больше было, по-моему. Но давай скажем, что все же цена достигла отметки 58 150 долларов. Как сообщает whitebit.com. Но нас же просят вот это вот дерьмо, давай добавим. Скорее всего, после достижения отметки 58 150 долларов биткоин полетит вниз, потому что, вероятнее всего, будет отработан всем известный паттерн «двойная вершина». Как правило, это движение заканчивается глубокой коррекцией. Такое же дерьмо вы хотели? В комментариях вы постоянно пишете. А скажите, а когда обратно заходить? Когда закупаться? Смотрите, скорее всего, коррекция коснется 0,5 по Фибо. Этот индикатор вы можете найти на сайте TradingView. Конечно же, безусловно, прежде чем упасть на 0,5 Фибо, биткоин отрисует несколько восходящих клиньев на 15-минутном таймфрейме, ввиду которых, отрабатывая их, он будет спускаться
некоторого рода лесенкой. Самый сложный период в моей творческой деятельности в этом пространстве. Так я такой же, ты не думай. Ладно, ребята, на самом-то деле, как вы помните, за 35 выпусков никто не знает, куда пойдет биткоин. Поэтому... Стабильность наше все. Идите вы со своими прогнозами. Пойдемте дальше. Капитализация биткоин превысила $1 триллион. Что скажешь? Скажу... Неплохо. Хіба собі. Я тоже так хотела сказать. Но, вы знаете, капитализация вообще, в принципе, такое, вот, допустим, если мы говорим про биткоин, достаточно такой щекотливый такой факт. Вот когда мы слышим, что капитализация биткоина $1 триллион, это что значит? Это значит, что все биткоины, которые находятся на сегодняшний день в обращении, умноженные на цену, которая сейчас, значит, на рынке представлена в моменте, вот, значит, представляет вот эту вот капитализацию в $1 триллион. То есть биткоинов сейчас там 19 с лишним миллионов, умножаем на текущую цену 58 тысяч и получаем автоматически, что капитализация биткоина свыше $1 триллиона. Но я считаю, что все-таки это не очень так правомочно. Почему? Потому что, ну вот, допустим, представим себе, что у нас в руках с вами все добытые биткоины. Ну, не у нас с вами, вот у нас, у всех у нас в этом зале, значит, все добытые биткоины. И мы, значит, такие сидим, такие довольные, думаем, ха, а капитализация наших активов, друзья-то, уже $1 триллион. Такой царь во дворца, царь во дворца. Туда-сюда ходи, туда ходи. Да, царь во дворца. Да, и вот вдруг мы решили, например, дружно просрать нашу капитализацию. Все как обычно, по накатанной. Схема не меняется. Особенно после выпуска Кто-то захотел купить себе ламбу, кто-то дворец. Я шашки Кто-то забыл пароль от входа. Кто-то забыл пароль от входа и хочет теперь откупиться так или иначе. Вот. И, собственно говоря, мы начинаем наши биткоины продавать. Вот эта вот вся капитализация и стоимость биткоина, она же не фиксированная в рынке. Все по 50, да? Мы начнем с вами потихонечку продавать себе на ламбы, дворцы и вертолетную площадку. И тут вдруг тыдымс, и цена начнет резко падать. И окажется, что для того, чтобы привести, значит, это все в наличный, который мы потратим, значит, на вот эти всякие наши нужды, окажется, что у нас нету этого $1 триллиона. Поэтому вся эта информация, капитализация, биткоин превысила впервые $1 триллион, это все для хомяков. Слушай, ну то же самое с Apple, можно сказать. И с Теслой. Да. То есть капитализация... Ну смотри, производство автомобилей Tesla упало. Технологий никаких новых компания не поставляет на рынок уже, наверное, лет 5. Ну, в космос летят. Илон занимается всякой какие-то полеты в космос. Доgecoin. Какие-то Dogecoin. Он уже, ну, именно, ну, такой сидит, уже вообще не знает, чем заняться. Вот. Но при этом капитализация его компании бьет рекорды. Какого художника? Я тебе объясняю. На самом-то деле, или не объяснять, ну его нахуй. Нет, объясни. На самом-то деле, в период инфляции розничный инвестор всегда бежит в сторону, которая позволит ему опередить инфляцию. То есть, соответственно, пытается вложиться в актив, который будет расти динамичнее, нежели темпы роста инфляции. Для этого, соответственно, на 1% инфляции тебе нужно, чтобы твои доходы увеличивались приблизительно на 50%. Как мы с вами понимаем, это невозможно. Для этого в период инфляции розничный инвестор бежит покупать акции Tesla, которые бьет капитализация, рекорды, не купишь сегодня, завтра не будет, и так далее и тому подобное. И, соответственно, конечно же, для того, чтобы уберечь... То есть, что значит защитить себя от инфляции? Защитить себя от инфляции – это значит... вложить свои ресурсы на сегодняшний день таким образом, чтобы завтра можно было купить себе тот же объем благ. Вот. Соответственно, для того, чтобы убежать от инфляции, нужно вложиться в какие-то активы или прочее всякое дерьмо, темпы роста которого выше темпов роста инфляции. Понятно или нет? Ну, понятно ж, я говорю? Да, понятно. Ну, вот. Что, дураков здесь пособирал, а? Все вот эти активы,
все вот эти вот, значит, недвижимости, акции, бумаги и так далее, это все активы, которые не ограничены в объемах поставки. То есть, если акций Tesla будет мало, их можно довыпустить. Так что он сделал? Он взял, говорит, ребята, я понимаю, что акция Теслы стоит $1800. Я знаю, что на всех не хватит, поэтому я на каждую акцию выпускаю еще 4 акции. Таким образом, цена упадет 4 раза, и всем хватит, все по 400 смогут зайти. Он просто допечатывает X4, цена, естественно, падает, но в первую же неделю показывают с 400 до 800, и сейчас она снова стоит 1500. То есть он просто напечатал, даже не напечатал бумаги, даже на бумагу не потратился. Власти США анонсировали очередной аукцион по продаже конфискованной криптовалюты. Федеральные чиновники попытаются продать 0,7501 биткоина. 0,75. Спасибо, Глеб. Организаторы мероприятия рассчитывают привлечь за долю биткоина. Да, видишь, тоже в теме. Да, $38 700. Нахрена им только аукцион, если у них есть Coinbase? У меня такой Или это вопрос. какой-то специфический биткоин? Нет, на самом деле они обязаны его продать через аукцион. Да как это будет происходить? Кто будет нажимать последнюю кнопку отправки? Ну так это ж прикольно, это типа суперофициальный биткоин. Ну да, тут, наверное, может подороже стать. Послушай, лохи покупают NFT за $60 миллионов. Просто картинку. Как я увидел опять же недавно, типа... А если правой кнопкой А нажать? если правой кнопкой нажать? Да, ну то есть типа такая история какая-то странноватая. Надо рассказать, о чем мы сейчас. Да, пожалуйста, я настаиваю. Ну, смотри, получается, как бы блокчейн — это такая, значит, база данных, которая может, значит, хранить любую информацию по своей сути, вот, и никто не сможет, да, там, и каким-либо образом ее изменить, подменить и так далее, переписать историю, как у нас это любят делать. Вот, то есть это такой стабильный, фундаментальное хранилище, у которого нет доступа, да, там, в лице какой-то компании и так далее. Например, ты на серверах Apple хранишь что-нибудь, как бы, вот компании Apple есть доступ к твоим данным. На серверах компании Amazon хранишь какие-то данные, у них есть доступ к твоим данным. А когда ты хранишь в блокчейне, ни у кого нет доступа к твоим данным. И также, соответственно, предприимчивые ребята придумали, значит, такую историю. А почему бы, например, какие-нибудь произведения искусства не оцифровывать и не хранить данные о, значит, этих предметах искусства на блокчейне? Тогда, соответственно, мы можем совершенно спокойно определить владельца цифровых прав на эту историю. И дальше, соответственно, никто не сможет себе каким-либо образом эти права забрать. Даже вот недавно был продан оцифрованный твит Джека Дорси, первый его твит в Твиттере. Его, значит, перенесли на блокчейн в этот самый NFT и продали этот твит за $2,5 миллиона. Права на этот твит. А что там было написано в этом? Я не помню, честно говоря. Это херня. Какая-то херня. Ну что мог написать SEO Твиттера? Ну какую-то дичь сраную по-любому. Мой дорогой зритель Гагарин Шоу, присаживайся поудобнее. Сейчас я, Даша Астафьева, расслаблю тебя и прошепчу на ушко то, что ты хочешь услышать больше всего. Представь, ты неторопливо заходишь на биржу WhiteBit, нежно заводишь гривны на счет и уверенно, как настоящий самец, покупаешь себе криптовалюту. На лице появляется улыбка. Теперь она твоя. Я сейчас не об улыбке. Ты можешь делать с ней все, что захочешь. Любой другой на твоем месте нервничал и переживал бы. Но твое ровное дыхание и ум спокоен. Ведь ты купил не Ripple, ты купил биткоин, эфир и, конечно же, доги. Да, ты любишь доги. Я тоже. Я. Ты заходишь на биржу и видишь, как твои активы растут.
Еще, еще, еще. И вот в момент Алтамхайта ты выводишь деньги на карту Монобанка за 1 минуту. Нет, ты не скорострел. Ты просто пользуешься биржей WhiteBit. Отдыхай, дорогой зритель Гагарин Шоу. Еще увидимся. А пока послушай хорошую музыку от Даши Астафьевой. Если хочешь, управляй мной. Сколько надо поцелуев, столько возьми. Если хочешь, управляй мной. Все, что хочешь, бери. Теперь я понимаю, не все о тебе знаю. И в так не попадая, срывает одежду. Любовь кричит: кто вы? Рабы мои клоны, как дети мне дороги. Где же вы, кто вы? Я сама не понимаю, куда привела меня дружба с тобой. Если хочешь, управляй мной. В моем сердце сколько хочешь, столько гостей. Я готова быть твоей судьбой, частью тебя или даже вдохом последним. Если хочешь, управляй мной. Сколько надо поцелуев, столько возьми. Одержимая одной мечтой жить в середине тебя. Теперь ты понимаешь, что поздно играть. Любовь тебя спасает, согрей ее. Open your mind, сердце в сети, пойми. Люди, дети влюбляются в небо, в закаты, рассветы. Я сама не понимаю, куда привела меня дружба с тобой. Если хочешь, управляй мной. В моем сердце сколько хочешь, столько гостей. Я готова быть твоей судьбой, частью тебя или даже вдохом последним. Если хочешь, управляй мной. Сколько надо поцелуев, столько возьми. Одержимая одной мечтой жить в середине тебя. Если хочешь, управляй. В моем сердце сколько хочешь, столько гостей. Я готова быть твоей судьбой, частью тебя или даже вдохом последним. Если хочешь, управляй мной. Сколько надо поцелуев, столько возьми. Одержимая одной мечтой жить в середине тебя. Обнимаюсь задом.